Бдительные жители Челябинска заметили, что на одной из выставок животных в тесной клетке ютятся два канадских волчонка. Грустные и запуганные, они жались друг к другу, вызывая у зрителей лишь сочувствие, а не восхищение. О ситуации узнал основатель фонда спасения диких животных «Спаси меня», ветеринар и зоозащитник Карен Далакян. Владельцы за выставки продавали юных волков за 45 тысяч рублей. Сумма внушительная, но в итоге ветеринару удалось выкупить бедняк и еще нескольких животных благодаря помощи неравнодушных людей и за собственные средства. Братьям-волчатам было около 10 месяцев. Их назвали Грей и Лорд. Сначала Карен Вачиганович осмотрел зверей, у которых обнаружились проблемы со здоровьем. Первые дни в приюте они провели изолированно от других животных. Зато потом Грея и Лорда ждал переезд, их подселили в просторный вольер к канадской волчице Багире. Волонтеры приюта надеялись, что вместе они образуют настоящую стаю. В новом вольере волки освоились не сразу. Поначалу они сидели в своем домике, высовывая носы лишь тогда, когда на пеньке появлялась аппетитная еда. Их соседка Багира воспринимала новых постояльцев спокойно, разве что кормить ее приходилось отдельно, так как Грей и Лорд не сразу проявили себя, как джентльмены, съедали все, что попадало в вольер, не думая об аппетитах своей подруги. Вскоре юные волки привыкли к новому дому и стали выходить из своего убежища в вольер почаще. Лорд так вообще принялся обхаживать Багиру, которая отвечала ему взаимностью. Грей третьим лишним себя не чувствовал, а тоже активно общался со своей маленькой стаей. Благодаря фонду «Спаси меня» оба волка сейчас чувствую себя прекрасно. Они получают сбалансированное питание, живут в стае и имеют отличные показатели здоровья. Теперь у них есть просторный вольер, а не тесная клетушка, за ними постоянно наблюдают и правильно ухаживают.